Ну что, друзья, лето настало, жара поджимает, и, конечно же, компьютеры греются. А причиной тому является неправильно подобранный кулер, башенный, система водяного охлаждения, неважно. У каждого свои предпочтения. Ну или если собираете какой-то компьютер, какую-то сборочку, то тоже кулер правильно подобрать очень и очень важно. Так вот, сегодня я вам представлю топ-5 кулеров, которыми пользовался сам и которые оставили у меня, откровенно говоря, положительное впечатление. И я их буду рекомендовать. И все это на канале Технозон. Поехали! Вы сейчас видите, да, там открыт у нас поисковик, видите огромное количество кулеров. Это я просто так, для понимания, для схематичности показываю, сколько их разных существует. Но как же их выбрать? Многие не понимают, что кулер недостаточно просто купить. Он должен быть совместим по вашему слоту, да, для процессора, то есть по креплениям вокруг вашего слота процессора. Также он должен быть рассчитан на правильный тепловой пакет, то есть на максимальный TDP вашего процессора, и многие этого тоже не знают. Это сейчас вот я совсем нубским таким языком говорю. Почему? Потому что многие сейчас скажут, что ты городишь. Нет, горожу очень-очень простым языком, чтобы хоть как-то было понятно. Как посмотреть TDP сейчас вам покажу, и как его подобрать из того, что я выбрал тоже. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео, а ссылки на продавца, у которого я это все обычно покупаю, я разместил в описании под видео. Знаете почему? Потому что гарантию хорошо поддерживает, да и отправляет быстро. Начнем мы, соответственно, с того, какой TDP у вашего процессора. Процессоров бывает огромное множество, от старых до новых, у более мощные, менее мощные, разных производителей. И если открыть, допустим, тот же самый CPU-Z, давайте я включу это все на фоне своего рабочего стола. Если открыть CPU-Z, то там обычно видно максимальный TDP, максимальный тепловой пакет и ваш тип процессора. Это ноутбук, поэтому здесь беспокоиться особо не о чем. Но, допустим, у меня 45 Вт, а если брать из каких-то сборок десктопных, но на текущий момент у меня, например, был у меня была сборка за 5000 евро, я делал обзор, был Intel Core i9 13900K, ой, 13900. Господи, не то напечатал. 13900K, да, и мы заходим и ищем о нем информацию. И видим, что максимально он может вываливаться аж в 253 ватта. И нифига себе, я вам скажу. Ну, кстати, здесь 125 написано, это минимально, а вот 253 ватта. То есть информацию всегда можно в спецификацию к вашему процессору найти. Но, допустим, у нас есть кулер Deepcool Gammax 400EX. Вот этот вот кулер я использовал, и, конечно же, для Intel Core i9 13900K он вообще не подойдет. А знаете почему? Потому что это у нас на 4 тепловых трубки, 4-пиновый, с максимальным воздушным потоком 52 CFM, и у него от 500 до 1500 оборотов. Диаметр вентиляторов 120 мм, и подходит он, знаете, на какие процессы? Сейчас я вам покажу. Ну, заявляют, что он совместим с LGA, ну, с сокетами 1700, 1200 и 1150, 151, 155, 156. Они, в принципе, там одинаковые будут по креплению. И в AMD, в лагере красных, он поддерживается AM4, AM5. Такой более универсальный, прикольный кулер. Максимальный TDP у него 180 Вт. И то есть мы здесь должны уже понимать, что башню эту мы можем поставить на процессор с максимальным TDP 180, не с базовым, а с максимальным. Потому что если посмотреть, если кто-то зайдет и вобьет там Intel Core i9, и тут выдаст 125 Вт, он такой, нифига себе, я башню туда могу поставить. И получится полная фигня. Поэтому вы должны смотреть всегда максимальный TDP вашего процессора. Вот этот вот неплох кулер, знаете почему? Потому что за его цену, ну на текущий момент он там 1449 гривен, он обеспечивает отличное охлаждение для процессоров средней мощности. Такой, знаете, средней мощности. И реально он не шумит, я его использовал когда-то, и дает очень хорошие результаты. Но вы спросите, а почему не система водяного охлаждения? Потому что для среднемощных процессоров нафиг нужно.
Система водяного охлаждения когда-то ставил на тот же самый Intel Core i7-11700KF, и честно вам скажу, у меня была SVO-шка очень хреновая, я про нее снимал видео, и мне когда говорят, что самая плохая система водяного охлаждения, она лучше, чем любая башня, ничего подобного. Башни могут быть крутые, но есть еще более интересные варианты. Смотрите, 899 гривен, 890 гривен, 9 гривен, это AS400 с RGB, у него от 800 до 2000 оборотов вентилятора, грубо говоря, кулера, 4 тепловых трубки, и он, смотрите, у него совместимость такая же, как и у предыдущего кулера, но что самое интересное, у него чуть-чуть меньше TDP, 150 Вт. То есть, если этот мощнее, то мы идем в порядке убывания по цене. То есть, этот у нас будет менее мощный. Подходит тоже для мощных процессоров с TDP до 150 Вт. А его прикол в том, что он стоит всего 899 гривен. И если вы там берете там Deepcool, да, там вот этот вот прикольный Deepcool за 400 EX до 180 Вт, давайте их чуть-чуть поранжирую, то вот этот вот уже можете сэкономить. Следующий у нас это, давайте я вам покажу, это Arctic. Сейчас, ничего мы не будем. Это Arctic Freezer 36. Тоже на 4 тепловых трубках. Совместим только с LGA 1700, с LGA 1851 и с AM4 и AM5. 120 миллиметровые кулеры у нас. И он уже рассчитан до 210 TDP. Ну, сейчас посмотрим. Ну, давайте так. Заявляется производитель до 210 TDP, до 210 Вт. Я вам скажу, у меня есть результаты независимых тестов до 200 Вт. Сразу говорю, до 200 Вт, выше не берите. Есть базовая версия без RGB, без адресной, скажем так, RGB подсветки. И я предпочел бы ее, потому что вот эта вот цыганщина, которую я называю, ну, она либо тем стримерам нужны для красоты, либо каким-то эстетам, но там уже должна быть RGB какая-то достаточно прикольная. И стоит вот эта штука 1349 гривен. Неплохой. Когда-то я его использовал, он тоже тихий. Кстати, вот эта вот младшая моделька, она когда работает в максимальной из одного вентилятора, ей просто-напросто увеличили количество оборотов, она бывает шумновата, даже на одном вентиляторе, на одном кулере против двух в других моделях. Это, кстати, серьезно. Вот эта штука, она поинтереснее. Если вы думаете, что уже там выше там, 200 TDP ставить башню, вот разве что какие-то огромные, монструозные башни, которые, честно, я бы уже не рекомендовал ставить. Они тяжелые для монтажа, то есть это начинает все висеть на материнское платье, это мой личный опыт использования. И уже дальше у нас заходят системы водяного охлаждения. Но дело в том, что системы водяного охлаждения я вот выделял для себя две, они дорогие, говорю сразу. Они дороже, чем простые. Ну, у меня была когда-то Arctic Liquid Freezer 3, 360 на 3 вот таких вот кулера, да, она уже готовая, то есть она готовая к инсталляции. Есть разные варианты, например, есть 240 Arctic Freezer, он дешевле за 3399. Есть самый большой на 420, который уже там монтировать надо, допустим, спереди, да, там или какой-то большой корпус у вас будет. И тут уже давайте рассматривать, если базу для себя рассматриваю базовый вот этот 360 миллиметровый, он у нас совместим с сокетом 1700, 1851 и AM4, AM5. Кстати, с красным лагерем как-то все легче. 3 вентилятора по 120 мм до 2000 оборотов с воздушным потоком 48,8 CFM, 4-пиновый, само собой. И у нас статическое давление воды 1,85 мм. А теперь смотрите, алюминиевые радиаторы, водоблок у нас медный, длина 450 мм и диаметр трубы внешний 12,4 мм, внутренний 6 мм. Кстати, хорошая труба, я думаю, что не порвется. Термопаста MX6. Кстати, тут же еще вопрос термопасты у нас становится. Для того, чтобы работал нормально ваша башня или кулер, нормальная термопаста нужна. Я обычно использую от MX6 отличную термопасту. MX4, MX6. Я не говорю на стационарные процы, вообще, вот мне там пишут некоторые, мы нанесли... слушайте, история была одна. Пишет один подписчик, говорит, я нанес жидкий металл на проц, на стационарник.
замонтировал сверху СВОшку, ну и поставил его вот так вот. Что случилось с жидким металлом со временем? Он потек вниз. Короче, я не знаю, я когда показывал вот это чудо, которое пролилось и полилось на саму плату, но там, я не знаю, сколько он его туда напилял. Это был эпик. Само собой, материнское платье, все. Проц спасли, но как-то так. Поэтому с жидким металлом вообще не балуйтесь на таких вещах. Для ноутбуков еще нормально. Теперь смотрите, тут они не заявляют максимальный TDP. Я вам скажу, из конкретных внутренних тестов у меня есть максимальный TDP оптимален. Знаете как, в рекомендациях тестеров независимых была оптимальна для процессоров с TDP до 350 Вт. Отлично. А ну, слушайте, сейчас я открою то же самое, только для 280. Насколько у нас разнится по TDP, сейчас я скажу. Ага, вот у меня открыл до 300 Вт. Вот эта штука. Это реальные, это я вам говорю, реальные замеры. А ну 240-я мне интересно. Сейчас у меня где-то есть еще и 240-я. Сейчас я в поиск ее введу. Да, 240-я у нас до 250 Вт. А чего так, кстати? Что в 280-й пошло не так? Там до 300, здесь до 200. Все понятно. Все нормально. И максимальная у нас получается, сейчас я вам скажу до скольки ватт, чтобы уже мы с вами определились полностью. У нас тоже максимально до 350 Вт. Это в результатах теста. То есть разница между 360 мм и 420 мм в результатах реальных тестов, откровенно говоря, низковато. А теперь смотрите, что у нас на последнем месте. У нас есть двухвариативная, то есть есть 240 мм, есть 360 мм. Это тоже готовая система водяного охлаждения. Сейчас я попробую это все прочитать на одном выдохе, на одном вдохе, на выдохе. СВО EKW EKWB AK Nucleus IOO CR360. Как это читать, люди? Когда вы название писали, это знаете, как китайцы когда-то выпускали машины? Помните, кто-то там CQ65QX28NF? Блин, я честно тогда просто-напросто офигевал от этого дела. И вот эта вот штучка, она прикольная. Она стоит, во-первых, подороже, она покрасивее, само собой. Смотрите, она имеет очень широкую совместимость от 1150 сокета, 2011, 2011-3, 2066, 1200, 1700, ну и само собой AM4, AM5, кто там с ними не совместим, вообще не знаю. 3 вентилятора до 2300 оборотов с шумом, с низким уровнем шума 36 дБ, гидродинамический подшипник у него воздушный поток 72 CFM, ну само собой 4-пиновый, алюминиевый радиатор, у него помпа 3100 оборотов в минуту, водоблок медь, шланги 400 мм. Короче, слушайте, очень классная штучка, очень универсальное решение именно для системы водяного охлаждения и рассчитано до 350 Вт максимального TDP. Из этого, в принципе, и следует рассчитывать. Я вам честно скажу, это то, что вот использовал я в свое время. Какие-то плохие варианты я вам не озвучу, с которыми у меня были какие-то проблемы. И на текущий момент я вот их вам представил. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.